Народными средствами от растяжек избавиться нельзя. Что касается краски головы, вот этих шампуней, там первый триместр. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я руководитель компании Чижик-Пыжик. Сегодня мы поговорим о косметологии во время беременности. Меня зовут Леся, мне 26 лет, и это моя вторая беременность. Сейчас я нахожусь на 24 неделях. Добрый день, меня зовут Ибрагимова Юлия Александровна, я врач-дерматолог-косметолог, стаж работы более 10 лет. А можно ли во время беременности делать любые инъекции? Очень интересный вопрос, когда девушки в таком интересном положении, как беременность, многие хотят выглядеть очень хорошо, особенно если до этого прибегали к каким-либо инъекционным процедурам. И тут возникает вопрос, интересное положение, а можно ли делать инъекции? Ответ на этот вопрос очевиден. Конечно же нет, никакие инъекции во время беременности проводить нельзя. Это касается инъекций как на основе и гиалуроновой кислоты, так и на основе гидроксиапатита кальция, коллаген содержащих препаратов, использования инъекционных нитей. В первую очередь это связано с тем, что наши препараты, они не изучены и не проводились опыты на беременных. Даже с целью каких-то этических медицинских соображений исследования на беременных мы не проводим. Это первое. Как отреагирует организм беременной женщины во время инъекций, никто не знает. Во время беременности идет колоссальная гормональная перестройка. Поэтому как поведет себя данный препарат в коже, никому не известно. Поэтому и проводить эти процедуры ни в коем случае нельзя. Второй момент – это болевые ощущения во время процедуры. Как мы знаем, во время болевых ощущений у нас вырабатывается гормон кортизол и адреналин. Что они делают в организме? Они стимулируют мышечную активность. То есть нам лишний тонус во время беременности ни к чему. Поэтому все болевые процедуры мы делать не то что не рекомендуем, запрещаем. А аппаратные процедуры можно проводить во время беременности? К сожалению, и аппаратные процедуры проводить во время беременности мы не можем. Это касается таких процедур, как различные световые методики использования света, лазерные процедуры, миостимуляция, микротоковая терапия. Мы это все не рекомендуем и не разрешаем проводить нашим пациентам. Но пилинги и чистки можно проводить во время беременности? Здесь я могу сказать хорошая новость. Чистки и пилинги мы можем проводить во время процедуры. Но главное проконсультироваться с врачом и правильно подобрать чистку, которую мы можем делать. Чистки у нас бывают ультразвуковые, от которых мы должны воздержаться. Чистки бывают механические. Здесь мы будем контролировать болевой порог нашей пациентки. Чистки бывают вакуумные. Бывают чистки аппаратом Hydrofacial, за счет вакуумная чистка. Эти чистки мы тоже можем проводить. Что касается пилингов, если мы будем использовать низкую концентрацию кислот и определенных кислот, таких как миндальная, феруловая, азелаиновая кислота, в низкой концентрации мы можем проводить чистки. Если мы берем более серьезные кислоты с более маленькими молекулами, которые обладают более глубокой проницаемостью, такие как гликолевая, мы воздерживаемся. Ретиноевые пилинги тоже, конечно же, мы воздерживаемся. С пилингами нужно быть очень аккуратными. Мы должны правильно выбирать кислоту, которой будем работать. У нее должна быть концентрация очень маленькая. И должны быть определенные виды кислот, которые разрешены беременным, такие как азелаиновая, миндальная кислота, феруловая, молочная кислота. Их мы можем проводить во время беременности. Что касается более серьезных кислот или с более маленькой частицей, которая более глубоко способна проникать в ткани, например, как гликолевая, трихлоруксусная кислоты, мы не рекомендуем и запрещаем нашим пациентам. Хорошо. А если я рожу, но буду кормить грудью, мне можно выполнять все те же самые процедуры, там аппаратная чистка и так далее?
аппаратную чистку мы же можем и применять, если это не ультразвуковая, и в период беременности. Но в основном все те же процедуры, от которых мы воздерживались в период беременности, мы также продолжаем от них воздерживаться в период грудного вскармливания. Потому что все эти вещества, которые нам не нужны во время беременности, в дальнейшем они будут попадать в ваш кровоток и с кровотоком попадать в грудное молоко. Зачем нашему малышу лишние препараты, которые могут причинить вред здоровью? Как мамочкам избежать растяжек во время беременности? Очень интересный вопрос. Растяжки. К нам очень часто приходят пациенты беременные, которые спрашивают советы, как предотвратить появление растяжек. Вообще, что такое растяжка? Растяжка – это глубокий разрыв дермы, в результате чего она образуется. Многие думают о том, что это растет живот, да, или грудь, и у нас ткань перерастягивается, поэтому появляются разрывы, да, в виде растяжек. А на самом деле основная причина появления растяжек заключается в гормональных изменениях беременных. Гормональные изменения ведут за собой изменение свойств соединительной ткани, которая становится не такой эластичной, становится более рыхлой, более хрупкой, в результате чего она подвержена перерастяжениям, в результате которых образуются у нас разрывы. Изначально растяжки появляются свежие, они имеют фиолетовый цвет, в дальнейшем они начинают краснеть, и в последующем они начинают становиться белыми, а часто бывают атрофические рубчики, как бы впалые растяжки. Как же предотвратить появление растяжек? Если причина кроется в соединительной ткани, в ее эластичности, значит мы должны по максимуму питать ткань и увлажнять ее, чтобы помочь ей стать более эластичной. Мы должны правильно подбирать уходовую косметику и пользоваться дважды в день, особенно после контакта с водой. Какие мы можем подбирать крема? Главное читать состав. Крема должны содержать активный ПАВ. ПАВ – это поверхностные активные вещества, которые будут способствовать улучшению эластичности соединительной ткани. Также не должно содержаться никаких антисептических компонентов, потому что они также способствуют высушиванию кожи. Это мы говорим не только о кремах, это мы имеем в виду здесь еще гели для душа. И также не забываем о шампуне. Шампуни тоже должны содержать ПАВ, потому что когда мы моем голову, вся эта масса пенистая, которая находится у нас на голове, затем она скатывается по нашему телу. И если у нас пациент пользуется хорошими средствами, да, мягкими, в виде крема, геля для душа, то многие про шампунь забывают. Здесь тоже нужно выбирать шампуни бессульфатные. Также не забываем про слизистые, потому что во время периода беременности у нас повышена чувствительность и слизистых оболочек. Поэтому также все антисептические интимные гели мы исключаем. В результате чего, если мы будем ими пользоваться, у нас может присоединиться грибковая флора. Поэтому также мы должны ответственно подходить к выбору не только средств для лица и для тела, но для и интимных гелей. Хорошо, а если уже, например, они появились, эти растяжки, что с ними делать? Во время беременности уже появились растяжки. Мы можем только порекомендовать также увлажнять кожу, чтобы они не стали больше. А бороться с растяжками мы уже будем после беременности, после окончания грудного вскармливания. После окончания беременности, после окончания грудного вскармливания мы можем перейти уже с решением проблемы образовавшихся растяжек. Процедур, которые мы проводим, большое количество. Они подбираются индивидуально врачом-косметолога. Это коллаген-стимулирующие препараты, прокалываем в виде мезотерапии. Это процедуры фототерапии, если есть в растяжке сосудистый компонент и она долго остается красной. Такие процедуры, как лазерные шлифовки, которые помогают сузить и сделать ткань более незаметной. А что вы скажете насчет народных средств? Просто есть мифы всякие, да, что народные средства как-то помогают избежать растяжек.
Народными средствами от растяжек избавиться нельзя. Растяжка – это, еще раз повторюсь, глубокие разрывы дермы. Дерма у нас находится очень глубоко. Это уже глубокий слой ткани нашей кожи. Растяжка сопоставима с рубцовой деформацией ткани. Поэтому никакими народными средствами избавиться от растяжек мы не сможем. Вот говорят, что кокосовое масло очень помогает увлажнить кожу. Так ли это на самом деле? Конечно, кокосовое масло и другие масла, особенно миндальное, у него маленькая молекула проникновения, более глубоко проникает. Оливковое масло тоже, масло авокадо, любыми маслами, если нет аллергической реакции на компоненты, пользоваться можно. Главное, чтобы кожа наша все время была увлажненная и напитанная. Особенно не забываем после контакта с водой наносить, будь это крем, который вы подобрали для себя, будь это масло. То есть генетика вообще никак не влияет на состояние кожи. И если мы ухаживаем за кожей, то никаких растяжек у нас не будет. Генетический аспект появления растяжек, он в первую очередь зависит от того, какая у вас изначально соединительная ткань. Бывает изначально по природе у пациентов более эластичная соединительная ткань, поэтому такие пациенты менее склонны к образованию растяжек во время беременности. Есть пациенты, у которых изначально более хрупкая, плотная, эластичная ткань. Это в основном пациенты, склонные к куперозу, потому что соединительная ткань является ложем из сосудов. Поэтому такие пациенты, они склонны больше к образованию растяжек во время периода беременности. Не забываем также то, что растяжки могут появляться и в подростковом возрасте, когда у нас идет активный рост. Также не у всех подростков появляются растяжки. У кого-то кожа, соединительная ткань более эластичная генетически, у кого-то менее эластичная. Есть еще такое понятие, как стероидные растяжки. Они обычно проявляются у спортсменов, которые активно тренируются и употребляют стероидные гормоны. То есть растяжки, они генетически, мы не можем сказать, у нашей мамы или бабушки были растяжки, значит обязательно и у меня будут растяжки. Если у вас кожа такая же, как у мамы, к примеру, хрупкая, да, не такая эластичная, то, конечно же, у вас есть риск, что в беременности, как у вашей мамы, они появятся. Если у вас кожа совершенно другая, даже если у вас у всех в роду были растяжки, это не говорит о том, что у вас обязательно будут. Могу сказать на своем личном примере. У меня после родов ни одной растяжки. Хотя тоже говорили, да, то есть это мифы эти, что вот если у мамы моей есть растяжки, значит у меня и будут. Поэтому вот вам ответ на ваш вопрос. Все настолько индивидуально, и наша кожа, она индивидуальна. Передалась ли ваша кожа от мамы или, например, от папы или еще от кого-то из ваших родственников? Это уже нужно судить по качеству вашей кожи, а не по наличию растяжек у ваших родственников. Нужно ли беременным пользоваться солнцезащитными кремами? Солнцезащитными кремами нужно пользоваться всем, не только беременным. У беременных повышен риск образования пигментации. За счет чего? За счет также гормональной перестройки. У нас может появляться и неспецифическая пигментация, такая как где белая линия живота, темная полоска, вокруг сосков и на лице, которая называется хлоазма. Это пигментация, которая возникает за счет гормональных нарушений. Часто очень эта пигментация самопроизвольно проходит после окончания грудного вскармливания. Иногда она остается. Солнечная инсоляция, она способна усилить эту пигментацию, то есть она появляется вне зависимости от того, загораете вы или нет. Но если вы еще будете загорать, она может стать ярче и потом будет сложнее уходить. Поэтому обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. Если вы беременны в период с весны по середину осени, то, конечно же, нужно выбирать большой фактор защиты, это SPF 50. Если период беременности выпадает на такое время года, как где-то с середины осени до конца зимы, то мы можем здесь уже выбрать фактор защиты поменьше, SPF 30. Можно ли в беременность красить волосы? Во время беременности мы можем красить волосы, минуя первый триместр беременности.
Так как любой краситель, он содержит химические вещества. И когда мы красим волосы, особенно кожу головы, то эти химические вредные соединения могут через кожу головы проникнуть в кровоток. Поэтому, когда у нас в первом триместре идет закладка всех органов ребеночка, мы лучше воздержимся от использования красителей, с химическим составом. Можно дать предпочтение хне, натуральным красителям, хне, басма. Также не забываем, что во время гормональной перестройки, которая у нас происходит в организме беременной женщины, также у нас может быть инверсия цвета. Вы можете покрасить волосы и не увидеть желаемый оттенок. Не забываем про этот момент. Можно ли во время беременности делать перманентный макияж и тату? Строго запрещено делать татуировки во время беременности в период грудного вскармливания, а также перманентный макияж. Мы не забываем, что мы вбиваем в кожу красители, которые также могут попасть в кровоток. Зачем нам нужно навредить нашему малышу? Это первое. Второй момент – это болевые ощущения. Также во время болевых ощущений вырабатываются гормоны стресса, которые приводят к повышенному тонусу нашей мускулатуры. И третий момент – это также инверсия цвета. Какой бы вы пигмент ни вбили в кожу, возможно, он у вас в этот период беременности ляжет по-другому и приобретет новые краски. Можно ли во время беременности делать лазерную и электроэпиляцию? Лазерная эпиляция является не абсолютным противопоказанием к проведению процедуры, а относительным. Это связано больше за счет болевых ощущений, которые может испытывать наша пациентка. Если брать механизм воздействия лазера, то есть лазерный луч воздействует достаточно неглубоко, он воздействует только на волосяную луковицу, глубже в ткани он не проникает, никакого облучения на ткани, нагревания на ткани, на органы он не оказывает. Но болевые ощущения, они весьма неприятные, хоть и проводится лазерная эпиляция с применением охлаждающих различных приборов, все равно дискомфорт во время процедуры присутствует. Что касается электроэпиляции, это достаточно болезненная процедура. Если вы ее проводили ранее и спокойно переносите, то в принципе можно делать. Но я бы все-таки рекомендовала на этот период воздержаться от таких агрессивных методов удаления волос. Даже если вы привыкли до беременности удалять волосы с помощью лазера, и вы комфортно переносите данную процедуру, вы можете продолжить их удалять только за исключением области живота и области бикини. Можно ли делать во время беременности маникюр и педикюр? Потому что я слышала, например, что организм начинает отторгать какой-то материал, гель, лак и так далее. И также я слышала про облучение. Маникюр и педикюр во время беременности проводить можно. Здесь главное выбрать самую безопасную методику проведения этой процедуры. Мы должны избегать каких-то либо агрессивных компонентов, которые находятся в составе покрытия, которым вы предпочтете покрывать свои ногти. Мы должны избегать формальдегидов различных, лучше отдать предпочтению гель-лакам, шелак, которые и не требуют после себя снятия ацетоном. По поводу отторжения материалов, которым вы покрываете ваши ногти. Конечно же, это может произойти, но все это сугубо индивидуально. Во время беременности у нас повышается обмен веществ, повышается метаболизм. Ногти могут и расти быстрее. Соответственно, все инородные препараты, вещества, с которыми вы сталкиваетесь, они будут подвергаться с большой вероятностью более быстрому отторжению от вашего организма. Все очень индивидуально и нужно пробовать. Главное, очень тщательно выбирать салон, в который вы захотите обратиться, чтобы было очень чисто, аккуратно, все инструменты были продезинфицированные, стерильные. Часто во время беременности у девушки бывают проблемы с кожей, то есть какие-то акне, прыщи и так далее. Можно ли во время беременности использовать кислоты в уходовой косметике и ретиноиды?
Когда наши пациенты беременные приходят с такой проблемой, как воспалительные элементы, высыпания на коже, они обычно появляются в области нижней челюсти, подбородка, могут на груди быть и спине. Мы рекомендуем правильно подбирать домашний уход. Что мы можем использовать в таком случае? Что можно, что нельзя? Самое главное, мы не забываем о том, что у нас должно быть очень хорошее очищение кожи, мягкое отшелушивание. Никаких агрессивных компонентов в составе препаратов, которыми пользуются, мы не допускаем. Обязательно тонизация, потому что когда мы умываемся, наши пациенты умываются, идет контакт с водой. Вода разрушает водно-липидную мантию. И нужно обязательно после воды протонизировать кожу. pH умывающих средств должен быть 3,5, от 3,5 до 4,5. Кислоты мы можем использовать, но в кабинете врача-косметолога. Это легкие пилинги фруктовых кислот. В домашнем уходе очень часто наши пациенты пересушивают кожу. Им кажется, если они будут пользоваться какими-то более агрессивными кислотными препаратами, кожа их станет лучше. На самом деле это большое заблуждение. Пересушивая кожу, мы провоцируем еще большую активность сальных желез, и кожа еще больше будет жирниться и больше будет появляться воспалительных элементов. Ни в коем случае нельзя давить прыщи в домашних условиях. Это также способствует распространению комедонов и воспалительных элементов на близлежащих тканях на коже. Что касается ретиноидов, ретиноиды и препараты витаминов группы А категорически запрещены во время беременности и грудного вскармливания. Эти препараты носят тератогенное воздействие на плод. То есть они могут сформировать неправильные закладки в органах нашего ребеночка. Еще самое важное, помимо работы наших беременных, дорогих женщин с косметологом, да, то есть мы говорим, чтобы кожа была эластичная, увлажненная, здесь еще важно не забывать про питание. Лучше всего работать с кожей в тандеме косметолог, диетолог и нутрициолог, которые также способны помочь выработать правильное питание, которое будет богато всеми необходимыми питательными веществами, чтобы кожа наша была более плотная, эластичная. Нутрициологи помогут подобрать те добавки, да, то есть коллаген стимулирующие какие-то препараты, также для уплотнения нашей кожи. Надеюсь, информация в данном видео была вам полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!